Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня будем рассматривать токовые клещи мультиметр WIN Apex 268B. Несмотря на свои малые размеры, он имеет практически все функции, присущие современному мультиметру. Этими клещами можно замерять как постоянный, так и переменный ток. При этом он имеет высокую чувствительность, что позволяет прибор использовать для выявления токовой утечки. А это идеально как для ремонта электропроводки дома, так и для поиска неисправностей и токовой утечки в автомобиле. В режиме мультиметра он может замерять напряжение, сопротивление, емкость, температуру, а также тестирует диоды, ищет фазу и фон переменного тока. В нем можно повернуть экран, что облегчает замер тока как правой, так и левой рукой. Обо всем этом поговорим дальше в ролике. Если вас интересуют другие видео по электрике, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Прибор поставляется в такой упаковке. Упаковка довольно жесткая и не повредилась при пересылке. Давайте ее откроем. Прибор находится в таком удобном чехле. Вынимаем. У чехла есть такая петелька, за которую удобно носить. Открываем чехол. Вот сам прибор, а тут находятся провода. Это измерительные провода, термопара и шнур для зарядки прибора. Провода стандартные, довольно мягкие. Они имеют заглушки на разъемы и защиту щупов, что защищает их от коррозии. Вот провод с термопарой для замера температуры. О нем поговорим чуть позже. И вот такой шнур для зарядки. Это разъем Type-C, это разъем USB. Для зарядки прибора этот шнур необходимо подключить в любой разъем USB с напряжением 5 вольт. В приборе шнур подключаем сюда, открываем резиновую заглушку и подключаем шнур. Тут же находится кнопка для активации режима замера тока клещами. Тут находится динамик, тут у нас фонарик, а тут крышка, под которой находится аккумулятор. Давайте посмотрим. Тут литиевый аккумулятор на 750 мАч и напряжение 3,7 вольт. Так аккумулятор подключается. Собираем. С этой стороны находится курок для открытия клещей. В торце разъемы для подключения шнуров. Сверху дисплей и кнопки управления. На дисплее находится пленка. Я ее сниму, чтобы не мешала. Обращаю внимание на компактные размеры прибора. Вот стандартные 266 клещи, которыми я пользуюсь давно. Посмотрите, какая разница в размерах. А вот современные клещи от компании GVDA, на которые я делал недавно обзор. Наш прибор их тоже меньше. Благодаря компактным размерам прибора им много куда можно подлезть. Как пользоваться прибором интуитивно понятно. Красная кнопка – это включение питания и перебор параметров, не связанных с измерением тока. Включаем. Прибор проходит самодиагностику и выводит такие черточки. Это базовый экран. Начнем с самой интересной функции прибора. Это замер постоянного и переменного тока, а также проверка токовой утечки. Для измерения тока нужно нажать боковую кнопку. Ей мы выбираем режимы измерения тока. Для начала я выбрал режим измерения постоянного тока. И на дисплее отображается DC. Диапазон измерений прибор выбирает сам.
В этом режиме можно выбрать наиболее чувствительный режим с двумя знаками после запятой и менее чувствительный с двумя знаками после запятой. Перед измерениями показания нужно обнулить, нажав кнопку Zero. Вот я поставил более чувствительный диапазон замера постоянного тока. У нас 3 знака после запятой и стоит значок DC, что означает постоянный ток. На лабораторном источнике питания стоит 1 ампер. Перед измерением сбросим показания до нуля. Кнопкой Zero. И давайте замерим. Вот у нас получилось 1 ампер и 59 тысячных ампера. Также мы можем замерить ток утечки. Для этого помещаем клещи сразу оба провода. И мы видим, что ток около нуля. Давайте перед измерениями сбросим, чтобы у нас более точно было. И теперь помещаем. У нас получилось 20 миллиампер, хотя должно быть около нуля. Если мы замеряем один провод, у нас ток в районе 1 ампера. Давайте сымитируем ток утечки. Это сделаем дополнительным проводом. Вот мы собрали схему. У нас идет от минусовой клеймы 2 провода, от плюсовой клеймы 1. Сбрасываем. Вот замеряем. У нас показывает утечку 0,56 ампер. Где эта утечка? А эта утечка как раз в этом дополнительном проводе. Прибор может замерять постоянный ток от 5 мА шагом 1 мА на пределе измерения до 6 А и шагом 10 мА на пределе до 60 А. Максимальный ток, который замеряет прибор, 60 А. Мне не нравится, что даже без замера тока показания прибора гуляют в районе от 20 до 40 мА. Поэтому ими невозможно точно замерить малые токи утечки при измерении постоянного тока. Для того, чтобы перевернуть индикатор, длительно удерживаем эту клавишу. Вот у нас индикатор перевернулся. Боковой клавишей переключаем прибор в режим измерения переменного тока. По умолчанию он включает самый чувствительный диапазон измерения переменного тока. В этом диапазоне он измеряет ток от 2 мА шагом 0,1 мА. Если ток больше, то диапазон измерений прибор выбирает сам. Он замеряет среднеквадратичное значение переменного тока до 60 ампер. В данном диапазоне прибор можно использовать для измерения малых токов утечки. Принцип измерений такой же, как в УЗО, устройстве защитного отключения. Мы одновременно в клещи заключаем оба провода, и ноль, и фазу. Если в них будут протекать разные по направлению и значению токи, то прибор будет показывать разность значений этих токов. То есть в нагрузке происходит утечка, значение которой замерил прибор. Этим же прибором можно искать утечки в трехфазных цепях. Мы одновременно заключаем клещи 3 фазы и нулевой провод и замеряем ток утечки в нагрузке. Также мы можем прибором проверить симметричность нагрузки в трехфазной цепи, зажав клещи 3 фазы без нулевого провода. Прибор покажет ток разбалансировки. Для того, чтобы замерить ток цепи, нам надо включить прибор на измерение переменного тока. Захватываем фазу или 0. И у нас показывает, что потребляется 8 ампер. Чтобы нам померить утечку, то нам нужно захватить оба провода, и 0, и фазу. Захватываем. Мы захватили и фазу, и 0. У нас получается 14 мА утечки. Если бы у нас была утечка больше 30 мА, у нас работал бы DIF-автомат.
Вот у нас чуть меньше стало, 7 миллиампер. Таким образом мы можем замерить ток утечки в нашей проводке. Теперь посмотрим, какие параметры еще может замерить прибор. Нажимаем на красную кнопку, и мы переходим в режим замера постоянного напряжения. Об этом нам говорит значок DC и значок V, что означает измерение напряжения. Давайте замерим напряжение в этой батарейке. Чтобы замерить, подключаем щупы. Красный подключаем сюда. Черный подключаем сюда. Замеряем. 3,8 вольт. Это батарейка севшая. Ее можно выкинуть. Давайте замерим напряжение пальчиковой батарейки. 1,47 вольта, что является нормой. Диапазон измерений прибор выбирает сам. Максимальное напряжение, что он может измерить, это 1000 вольт. При превышении напряжения, которое прибор может измерить, он показывает значение ОЛ. Входное сопротивление прибора на всех диапазонах 10 мегаом. Еще раз нажимаем кнопку и переходим в режим измерения переменного напряжения. Об этом нам говорит значок AC. То, что показания прибора отлично от нуля, не является дефектом. Это наводки на щупы прибора. Если щупы замкнуть, показания прибора обнулится. Прибор измеряет среднеквадратичное значение переменного напряжения до 750 вольт. Прибор также предел измерения выбирает сам. На минимальном пределе прибор измеряет напряжение с точностью 1 милливольт. Давайте измерим напряжение в розетке. Замеряем. И у нас напряжение в розетке 230 вольт. Еще раз нажимаем красную кнопку и входим в режим измерения сопротивления. Диапазон измерений от 0,1 Ома до 10 мегаом. При этом стоит учитывать, при замере малых значений до 600 Ом нужно закоротить щупы прибора, чтобы посмотреть погрешность измерения в данный момент. У нас тут погрешность нулевая. И уже при измерении значения нужно будет вычесть эту погрешность. При замере сопротивления больше, чем 1 мегаом, стабилизация показаний прибора может составлять несколько секунд. Это у нас сопротивление 1 килоом. Замеряем. Вот одно сопротивление, второе сопротивление, третье сопротивление. Четвертое. Как мы видим, все 4 сопротивления в районе 1 килоома. Еще раз нажимаем кнопку и попадаем в режим проверки диодов и прозвонки цепи. В режиме прозвонки звучит сигнал, когда сопротивление между щупами меньше 50 Ом. Как видите, он замеряет с задержкой. То есть надо некоторое время обождать, пока прибор отреагирует. При проверке диодов используется напряжение до 3 вольт и ток до 1 миллиампера, что позволяет проверить практически любой светодиод. При этом показывается напряжение на ПН переходе. Самое большое напряжение нужно для загорания синего светодиода. Его и проверим. Вот мы подключили синий светодиод, он загорелся, и напряжение на его переходе 2,55 вольта. Мы его перевернем, и у нас показывает ОЛ, что означает бесконечность. Таким образом можно определить цоколевку любых диодов. Нажимаем еще раз и переходим в режим измерения емкости. Мы можем замерять емкости от 1 пикофарада до 60 тысяч микрофарад. Перед проверкой конденсаторов их следует разрядить. Это можно сделать путем замыкания выводов, если энергия в конденсаторе незначительна. Давайте проверим керамический конденсатор.
Замыкаем выводы конденсатора. Нажимаем клавишу Zero, чтобы обнулить показания. Замеряем емкость. У нас показывает 15 нанофарад. Давайте померим электролитический конденсатор. Также замыкаем выводы. Подключаем. У нас показывает 102 микрофарада, что соответствует параметру этого конденсатора. Он на 100 микрофарад. Нажимаем еще раз красную кнопку и переходим в режим измерения частоты. Подключим внешний генератор. Вот я подключил генератор. Вот у меня 30 Гц. Мы можем поднять. Вот 40 Гц, 50 Гц, 150 Гц, 250 Гц. Как видите, прибор хорошо отрабатывает переключение частоты. Отключаем прибор. Давайте замерим частоту напряжения в розетке. Вот 50 Гц. Максимальное входное напряжение при таких измерениях не должно превышать 250 вольт. При таких больших напряжениях нельзя подключать прибор более чем на 10 секунд во избежание его поломки. Еще раз нажмем кнопку и переходим в режим измерения температуры в градусах Цельсия. По умолчанию он измеряет температуру датчиком внутри прибора. Как видим, он показывает температуру 30 градусов. Эта температура обычно немного завышенная, так как она включает нагрев платы прибора. Поэтому лучше подключить внешний датчик. Внешним датчиком прибор замеряет температуру от минус 20 до 1000 градусов. Давайте замерим температуру кожи руки. Вот я зажимаю термопару. И у меня температура руки около 35 градусов, что приблизительно соответствует действительности. Если мы еще раз нажмем на красную кнопку, то узнаем эту же температуру, только в фаренгейтах. Вынули термопару, еще раз нажали красную кнопку и вернулись в исходное состояние, когда у нас отображаются 4 черточки. Давайте посмотрим остальные кнопки. Если длительно удерживать эту кнопку, то включаем фонарик. Он не яркий, но в полной темноте может помочь при измерениях. Нажимаем длительно опять эту кнопку и выключаем фонарик. Короткое нажатие на эту кнопку, как мы знаем, это сброс показаний в ноль. Давайте рассмотрим кнопку Hold. Если мы ее нажимаем, то замораживаем показания прибора. При этом мы можем отключить прибор от измеряемой цепи, а на дисплее прибора останутся эти показания. Еще раз нажимаем на кнопку Hold и выходим в исходное состояние. Если мы долго ее удерживаем, то переходим в режим регулировки яркости экрана. С помощью этой кнопки мы можем регулировать яркость экрана. Как отрегулировали, опять длительно удерживаем и выходим из режима регулировки. Этой клавишей мы переходим в режим обнаружения магнитного поля. Вот мы приближаем к монитору. Как вы видите, это максимальный сигнал. Относим. Чтобы проверить, если в щитке напряжение, нам достаточно включить функцию EF. И подносим к щитку. Чем ближе подносим, тем чаще мигает светодиод и звучит зуммер. Вот мы видим, что напряжение есть. К сожалению, зуммер отключить нельзя, но зуммер в этом приборе используется редко. С помощью этой функции можно проверить наличие фазы в электроустановке или распаечной коробке, с которыми собираетесь работать. Иногда эта функция помогает найти неглубоко расположенную электропроводку. Нажимаем еще раз эту клавишу. Это режим, в который можно найти фазу. Подключаем красный щуп. При этом прибор нужно держать. Смотрим. Тут показывает фазу
а тут прибор не реагирует. Значит, фазы нет. При этом прибор нужно держать обязательно, так как без этого прибор на фазу не реагирует. Выключаем. Прибор имеет функцию автоматического выключения. Если этим прибором не пользоваться 15 минут, он перейдет в спящий режим. При этом опять нажимаем кнопку питания, и он включится вновь. Вот такой интересный компактный прибор с большими возможностями. Важным отличием этого прибора от подобных является малые его размеры и высокая чувствительность по току, что позволяет его использовать для измерения тока утечки. И по остальным параметрам он мало уступает другим приборам среднего класса. Он может пригодиться для ремонта проводки в доме и в машине. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Также вы можете задать вопросы продавцу прибора. Ссылку я оставил в описании. Напишите ваше мнение об этом приборе. Поделитесь роликом с теми, кому этот прибор может быть интересен. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых роликах.